Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Сегодня расклад такой: новый мужчина в моей судьбе, да, новый мужчина в вашей судьбе. Но давайте посмотрим, новый он все-таки будет или возвращение из прошлого, да, обновленный, допустим, мужчина. Ну вот кто-то хочет узнать нового человека в своей жизни, да, кто-то хочет узнать, а придет ли человек из прошлого, которого вы, может быть, до сих пор любите, а может быть и сомневаетесь. Давайте спросим у карт, что вам по судьбе, где вы будете счастливы, с кем вы будете счастливы. Думайте о себе, о своем желании и проговорите свое имя. Начну сразу же с сигнификации. Я ее большую делать не буду, хотя если карты захотят много сказать, они скажут. Они мне такую информацию дадут, а я вам, да, как обычно. Да, скажите свое имя, и сейчас посмотрим, что карты про вас расскажут на сегодня. Это обязательно, чтобы вы точно знали, да, это мой расклад. Вот, сказали. Так, настраиваюсь. Королева Пентаклей. Королева Пентаклей. Вы очень душа большая, миролюбивый человек, дороги любите где-то участвовать, куда-то ходить. И в то же время иногда хочется закрыться. Ага, я поняла, сейчас я скажу вам. Король жезлов. Сейчас. Умеренность. Есть умеренности так и так. Чего-то ждете. Планы есть красивые такие, желания, дороги. Но здесь еще карта говорит о том, что вы ждете что-то или кого-то. Но это карта победы. Это понятно. Мир, гармония, благополучие, победа. Еще что-то. Еще что-то ждете. Или кого-то. Это усталость. Закрывается дьяволом, да? Закрывается дьяволом. Ну, смотрите, на сегодняшний день, да, в общем сказать, вы очень большой души человек. Вы действительно миролюбивый человек. Вы видите, где есть зло, где есть добро. Вы видите людей. Вы никогда не будете на поводу у кого-то обвинять. Вы видите людей. И знаете, что в каком-то обществе есть и хорошие, и плохие, в каком-то обществе тоже есть и хорошие, и плохие. Вы не будете их разделять. Вот эти общества, вот этих людей, вы не будете их разделять, вы их видите. Если вы видите плохого человека, он плохой. И быстрее всего по вот этим картам вы настолько устали от чего-то плохого, что вы просто уйдете. Вы даже не будете чего-то доказывать, вы не будете что-то там, не знаю, выяснять, прояснять или кому-то говорить. Вы просто уйдете от этого человека, не из этого общества. Ну, допустим, там соседи, работа, родители учеников, допустим, пациенты, я не знаю, у вас работа разная, у вас люди разные около вас, поэтому как бы общий расклад, но я это вижу, я должна это сказать. И вот этим как раз питаются силы, которые, не понимая вас, в вас сидят. Они прицепились, как пауки. Как пауки прицепились к вам, к вашей душе, к вашей жизни. Вот что мне здесь не нравится. Но и в то же время
вы ждете каких-то реальных перемен. По поводу финансов, тут туз пентаклей выходит. Вы умеете зарабатывать, вы знаете, как надо потратить. Да, иногда ошибались, иногда отдавали слишком много. Но вы знаете и счет денег, и то, что делать, и то, что будет. Это в вас сидит, да, есть переживания, да, есть по карте умеренность, качели, но это ваш стебель, это ваш, не знаю, росточек, да, вот просто по этой карте говорю, вот такой вот росточек вашей жизни. Это вы умеете, но вы иногда вот по вот этой карте вы попадаете в ситуацию, когда не то чтобы вас обманывали, а на вас просто реально как ездят. На вас, вами питаются, образно говоря. В вашей жизни были люди, возможно даже, вот легко могу сказать, что и сейчас такой человек есть. Сегодня с ним будете общаться, либо уже общались, который именно использует лицемерие. Использует вас лицемерие. Да, он будет говорить, что он любит, или она, да. Этот человек будет говорить, что он любит, или уважает, или ценит. Это будет так искренне. Но по семерке мечей вы к сердцу притягиваете, принимаете то, что реально больно делает впоследствии. Это такой скрытый обман, и человек не хочет вам плохого. Он, наоборот, хочет, чтобы у вас действительно все было хорошо, и говорит много хорошего, но в трудную минуту или в какую-то неправильную ситуацию, которая сложится, да, как-то не так, как хотелось бы, он будет обвинять вас, этот человек. Он будет с себя снимать ответственность, он будет перекладывать все проблемы на ваши плечи, этот человек. И он, да, может обвинить вас, потому что он пиявка. Либо этот человек был в вашей жизни и уже ушел, либо до сих пор кто-то еще есть. И это не один человек. Это реально не один человек. Потому что я вижу здесь слезы. Во-первых, вижу мужчину, который пользовался вами. Если он уже ушел, есть еще кто-то. Есть. Как будто бы реально зла не причинит, но и в то же время всю энергию выпьет. Вот так есть. Кто-то еще. И вы ждете, чего-то вы ждете. Как будто бы даже хочется сказать, объятия открываю, вот пусть оно уже придет. Вот что-то вы ждете очень-очень сильно. Ожидание, дорога к тому, что очень хочется, но усталость и апатия может быть, и действительно как разочарование в чем-то. А хочется так к сердцу прижать. А вот даешь шанс, а человек опять как будто бы мимо. Вот так карты про вас говорят. Мне не нравится, что вот этот паучок дьявольский вышел, еще и закрывая все. Вы действительно вот душу открываете, а кто-то паутину плетет и прям в душу залазит, залезает. Дайте-ка я еще пару карт достану. Вот по вот этой карте точно знаю, что вы хотите какую-то дорогу. Как будто дорога что-то исправит и либо изменит. Волнений много. Сердечко покалывает. Из-за чего-то очень сильно переживаете. Либо за кого-то. За себя и за кого-то. Хочется
Знаете, вот такое впечатление вот по этой карте, вам вот на сегодня, именно сейчас, да, хочется сказать, я просто хочу успокоиться, чтобы кто-то был рядом, который реально просто обнимет и скажет, все будет хорошо, и действительно этому поверить. Вот такое как будто бы здесь идет. Это карта короля Пентаклей, но здесь именно успокоение души требуется вам. Не так, чтобы прям страсть горела, хотя это и тоже хочется. Какие-то там, не знаю, желания исполнялись, тоже хочется. Но хочется просто реально вот как будто бы, чтобы кто-то подошел и просто вот сказал, все будет хорошо, и настолько сильно успокоиться и поверить, все. Вот этого вам не хватает. Вот этого вам не хватает. Вы человек реально сильный. И реально не хочется быть иногда сильной. Вы умеете просчитывать свои ходы. Вы умеете выходить из сложных ситуаций, но вы устали. Давайте дальше. Не знаю, зачем так карты говорили. Давайте так. Да, вот как всегда, да, или не как всегда, не знаю, но очень часто карты начинают говорить не на ту тему, которую я задаю изначально, хотя эта тема должна присутствовать. Видимо, посыл энергии идет, вот тему мне подсказала Вселенная, я ее хочу сделать, но Вселенная также говорит, подожди, вместе с этим что-то соединяется и дает мне еще подсказки, ответы какие-то. Может быть, у вас есть вопросы, и через вот этот посыл вам как ответы идут. Поэтому я и говорю, как будто здесь соединяется несколько тем, всего лишь вот новый мужчина в вашей жизни, да? Ну, либо, может быть, возвращение прошлого. Но карты говорят, что вам сейчас очень сложно. Ну, давайте сейчас я у карт вначале спрошу, какие дороги перед вами открываются или они закрыты? Опять он выходит. Вы посмотрите. Это дьявол, это паук, это паутина. Выход, да, выход из этой паутины. Дороги открываются, и их очень хочется открыть, и чтобы они были открыты. Десятка пентаклей, прекрасная карта. И мужчина. Мужчина идет в вашу жизнь, который реально просто вот разрежет что-то. Это мечевой король, он как разрежет что-то. Вот он откроет вам дорогу, он наконец-то снесет эту паутину. Непонимания, паутину слез, паутину вечного перенапряжения. Он снимет это, он откроет, он за руку вас возьмет. На десятку пентаклей. Это прекрасная карта, это карта успокоения и карта надежности. Вот что главное у вас сейчас. Вот это самое главное. Там, где вы прочувствуете или хотя бы зацепочку увидите на стабильность, это ваше. Туда и идите, не останавливаясь. Туда и идите. Две дороги открываются все-таки. Вот жезлов. Огненные, выход из ограничений, из клетки, из вечных ожиданий. Император и король мечей. Император и король мечей. Новые разговоры. Королева пентаклей. Да, вы выходите королевой пентаклей, королевой желание такой стабильности уже наконец-то, чтобы вот стабильность была. Кстати, вы реально защитите любого человека, и вы видите любого человека. Но иногда либо кто-то, либо сами себе закрываете глаза. И вы вот. Шахматная доска — это ваша жизнь.
Куда деваться, да? Какой-то ход будет правильный. Вы прочувствуете то, что нужно, то, где нужно, то, с кем нужно. Быть, жить, любить, идти, просто встретиться. Но что-то такое идет. Что-то очень хорошее. 2 дороги вижу. Да, будет выбор. 4 мечей, не хочется выбор, но будет выбор. Но будет выбор. Его не хочется, хочется просто свободы уже. Сердечко покалывает все-таки. 3 пентаклей. Работа, построение, разговоры, такое вот. И выход из каких-то темных моментов и неопределенности. Ждете. Прошлое. Выход из неопределенности и сомнений по поводу прошлого. Смотрите, одна дорога, это человек все-таки из прошлого по 2 жезлов. И он здесь больше вышел как император, который любит все на ниточках держать. И 2 жезлов прошлое. Одна дорога — это человек из прошлого, который еще не отпустил тебя. Вот они, веревочки. Он не отпустил еще. У него сердечко побаливает, и вы о нем думаете. И король мечей, и ваша душа. И как помощь, это как прорыв. Это совершенно новая энергия, совершенно новая. Новый мужчина, которого, может быть, вы знаете, но не до конца. Или реально еще не знаете. Это новый человек. Это новая энергия, которую вы прочувствуете скоро, очень скоро. Давайте посмотрим, да, все-таки какая судьба сильнее. Прошлое или что-то новое. Может быть, отсюда именно сигнификация так и вот показала вот этот заворот такой, да, событий. Потому что кое у кого из вас до сих пор есть еще сомнения. Либо неуверенность, либо большое желание, но опять же, как отстраняетесь от чего-то. Либо вы хотите, открытые, не знаю, там, почему тогда на вас не смотрят? Что-то, вот как вот эта паутинка. Тоже ее вот откроем, и карты пусть рассказывают. Почему вас не замечают? Хотя вот рядом эта энергия топчется. И вот это тоже. Но это как на веревочках. Если оно вам надо из прошлого, тоже посмотрим. Больше, конечно, по раскладу это вот этот король. Ну давайте смотреть, да, что действительно принесет вам счастье. Что действительно принесет вам счастье. Сначала достану короля мечей. Хотя какой первый выйдет? И вот этого вот императора. С какими картами они будут рядышком. Надеюсь, карты не до конца буду раскладывать, чтобы не тянуть. Но если надо, то надо. Так, это ваша карта. Разговоры ждите, страсть и очень интересные события. Хорошие карты около вас. Хорошие, действительно хорошие. Так, положу сюда пока что. Устали, да, устали от прошлого, просчитывать, сердечко, да, болит, выход. Ух, тут и паук, и вот эта темная тучка есть рядом. Вот он, король мечей, и вы как рядышком, но это больше как такая карта обновления. Слушайте, с 10 пентаклей и картой «Жди». Жди, оно уже оно готово.
оно на пороге. Вот этот человек, эта энергия, это рядом уже. И да, этот человек принесет вам уверенность, стабильность, и вы реально прочувствуете, что именно с ним будут большие перемены. И долгий, красивый путь. Прекрасные карты. Так, это император, но не тот. Не тот. Выход ждете, хотите что-то вернуть, но не то, что нужно иногда. Хочется вернуть кому-то обратку, хочется вернуть свое имущество кому-то, тоже есть такой вопрос. Вернуть расположение ребенка. У кого-то есть, не для всех, но есть такое, что хочется вернуть расположение ребенка, хотя есть проблемы. Не для всех. Будет, кстати, заживление, исправление ситуации. Где ты там, двойственность какая-то бывает, присутствует, но вы найдете свой компромисс. Людей много завистливых около вас. Голова иногда болит. Любви хочется, сильной любви. Ух, какие карты! Сила, любовь, влюбленные и любовь. Оно к вам идет. Ничего себе, какие карты. Ты где? Прошлое. Мужчина. Вот он. Деньги, работа, разговор, складывание все по кирпичику. И семерка пентаклей — это жди его возвращения в твою жизнь, но это будет больше как разговор по поводу прошлого, разговор по поводу будущего. Вы узнаете его, какой он на самом деле, и он скажет многое, что вы хотели бы услышать. Но смотрите, если вы реально хотите вернуть человека из прошлого в свою жизнь, давайте-ка я возьму эти карты, это уберу. Если вы хотите вернуть человека из прошлого, что карты скажут? Запутанный лабиринт у вас по поводу любви и нового мужчины. Дамочка выходит. Очень много обсуждений, очень много каких-то сплетен за вашей спиной из-за этого мужчины. Да, будет встреча с этим человеком, но она опять же шестерка бубен, это больше как... И здесь тройка этих же бубен, ну, пентаклей. Это как разговор, больше как о выгоде. О выгоде. Любовь будет вот все-таки с новым человеком. Если вы хотите этого человека в свою жизнь, потому что вы его любите, научитесь принимать тогда его не совсем таким, какой должен быть в вашей жизни. Я даже не знаю, как еще сказать. Либо какого хотите из него сделать. Он не сделается другим. Он будет тем, кем и был. И есть у него очень... Мама, может быть, мамы нет, а ее воспитание до сих пор осталось. Может быть, кто-то еще, какая-то там тетя вечно, которая лезет в его жизнь. Но какая-то дама пик, может быть, прежняя жена вот у него есть, может и нет, да. Но какая-то дама пик, пиковая дама, да, женщина, вроде как такая статусная, либо уверенная в себе, но одинокая в душе. Вот она вечно лезет в чужую жизнь, особенно в жизнь этого человека, этого мужчины. И вот из-за нее у него в жизни не складывалось нормально и не будет складываться, потому что он это впитал, он это все-таки тоже держит на коротких поводках. Понимание, какая должна быть женщина. Вот он хочет пользоваться. Любите его, привыкайте к этому. Он будет пользоваться. Да, он подарит вам подарок, он построит дом, он будет возить вас, может быть, или давать деньги на какие-то путешествия. Но он всегда будет сам по себе. По вот этим картам, да. И он часто будет о вас говорить. Он будет радоваться, что вы есть у него. Потому что ему будут завидовать. Потому что вы — это зависть.
для тех, кто не рядом с вами. Вот будут завидовать другие мужчины вот этому вот императору. И из-за этого он будет вас держать и не отпускать. Да, он попробует поменяться, чтобы вы не уходили от него больше. Либо он, да, чтобы там что-то не произошло, и он вот что-то наделал и ушел. Но открытого, легкого, нового нет. Ну, посмотрите. Ну, слезки. Деньги, да. Деньги, да. Трифовые дороги — это когда вы в своем направлении жизненном, он в своем, денежки в дом, успех, какие-то возможности большие, да, но вы со своими подругами, он со своими друзьями. Уж извините, но карты по-другому ну никак не говорят. Но он со своими друзьями. Ну никак. По поводу прошлого, вот даже вот здесь, видите, это пятерка червей, да, это неспокойная любовь, это сомнения, это печаль, это в каких-то моментах разочарование, это временные разногласия. Вроде бы вместе, но вот с такими вот эмоциями. Но с такими эмоциями. Давайте посмотрим на нового мужчину. Что карты вам очень сильно хотят сказать действительно про ваше счастье, вашу любовь. Вот он, король. Да, король, кинг, король. Просто вот эта именно карта выражает желание ваше. И этот человек, он будет вас чувствовать. Он реально захочет не где-то там с друзьями быть, а просто посидеть, сериалы посмотреть. Даже если ему будет не нравиться. Просто захочет сесть и посидеть с вами, обнявшись. Без всяких там продуманных планов. Вот такой человек — это ваш человек. Так карты говорят, так ваша судьба говорит. Ждите, это готово для вас уже. И вот здесь ты почувствуешь свою стабильность, защиту, счастье. Так, новый мужчина, да? Семерка, этот пик. Выход, да, тройка бубен, важный выход из какой-то, он как выведет вас из какой-то очень болезненной такой вот душевной раны. Так, любовная дорога, свидание будет у вас, объятия. Он любит утро, вы любите ночь, допустим, вечер. Может, наоборот, вы любите утро, он любит ночь, да? Кто сова, кто жаворонок. Но по жизни вы вместе. Вы разные, но вы вместе. Вот что-то в вас есть такое, знаете, как вот этот вот блестящий стержень. Да, вы разные, а это еще больше вас будет притягивать друг к другу. Потому что он не будет воспринимать вас и ваши слова в штыки. Он не будет говорить: опять ты что-то надумала. Или ты вообще что говоришь? Вот это не его. Если он будет не согласен, он по-другому скажет. И вы тоже будете участвовать в разговоре, в прояснении. Может быть, вы скажете: о, ты знаешь, ты прав. Или наоборот, он скажет: нет, таки ты права. Это ваше. Вот реально это ваше. Идет в вашу жизнь. Да, он будет общаться с людьми, но он всегда будет хотеть к вам быстрее прибежать. По работе, это тройка бубен, по работе будет общаться. Будет утешать вас в какие-то моменты. Но эта карта еще говорит: если ты действительно вот ёкнула, да, если ты действительно чувствуешь, что это твое, никому не рассказывай. Пока у вас действительно не будет вот поцелуя, объятий, свиданий, вот когда вы уже действительно поймете, что вы вместе, вот тогда можно кому-то и сказать: не говорите. Семерочка пик — это все-таки проявление зависти, это все-таки кто-то будет подталкивать вас на
вроде как, знаете, скажут даже, да вы несовместимы там, или ой, смотри, ошибешься там, или еще что-то. Знаете, как будто кто-то захочет, чтобы вы поругались с этим человеком, на ругань будет настраивать, неприятные встречи устраивать психологически. Это нельзя допустить по семерке. Поэтому не рассказывайте. Он будет как друг, он будет как сильный, такой заслуженный деловой человек. Кстати, действительно заслуженный деловой человек. Уважение у него есть, да. Он радость несет. Финансово нормально обеспечен человек. Ну, золотые руки или золотая голова, это при нем обязательно по этой карте. Знаете, вот это его, и оно с ним. Познакомитесь вы в компании. И знаете, не в своей компании, в чужой. Как будто бы, ну, может быть, кто-то будет и знакомый, но не все. Разговор пойдет. И через разговор, через какие-то... Не забудьте оставить ему номер телефона. Потому что он потом будет искать ваш, но может не найти. Через время только, а надо уже, да, надо уже. Вот здесь, как вестник. Вестник — это не забудь оставить номер телефона. Ну, что-то типа этого, в шутку даже. Позвонит, напишет через время. Да, он талантливый человек, он интересный. Его успокаивают разговоры про все. Про все. Да, он ответственный. Где нужен разговор про какую-то, не знаю, продвижение, работу, что-то такое, знаете, научное. Пару слов, все, он уже сам расскажет кучу всего. Его даже не надо перебивать, он сам расскажет. И просто улыбайся и поддакивай. Но когда касается души, он действительно, он будет с вами. Он не будет вот такой вот, хотя он душа компании, но он не будет для компании полностью. Он вас наконец-то встретит. Его по жизни не все понимали. Его многие перебивали в его жизни. Он встретит вас как что-то такое ясное, что-то такое светлое. Вас это сблизит. У него тоже была печаль, разочарование в отношениях. Кому-то даже он рассказывал. Смотрите, есть такое, что либо вы действительно в какой-то компании познакомитесь, но я вижу, там не все знакомые, реально не все. Либо на работе вы будете, либо он, и вы как будто бы вот с кем-то придете к нему на работу, за какими-то документами или еще чем-то, может быть, созвонитесь по какому-то вопросу, и вот оно вот одно за другое, и вы как будто притянетесь друг к другу. Либо он придет к вам на работу, может быть, вы в магазине, допустим, вы в магазине работаете, он что-то купить придет, и у него там будет знакомый за вашей спиной на вас покажет, посмотри, какая интересная. И он, понимаете, здесь какая-то связь есть. Это жизненная связь. Это когда сама судьба, сами ангелы подталкивают вас друг к другу. Вы будете счастливы. Вы действительно будете счастливы. Этот мужчина, он принесет вам счастье и выход. Выход из какого-то жизненного провала. Печаль, яма, одиночество, какие-то денежные проблемы, денежные переговоры и вопросы, которые надо решать. И вот эта встреча, просто встреча,
деловая, не деловая, но какая-то встреча, она изменит очень многое в вашей жизни и пойдет на любовь, чувства. И действительно будет такое желание вот обладать своим счастьем наконец-то, да, которое вы не отпустите уже. И у него любовь к вам будет. Вот такое. Такой человек интересный. Так, и давайте еще уже под конец, да, слишком много не стоит. В следующих раскладах еще что-то посмотрим. Давайте посмотрим, что еще карты скажут. Это вы, это встреча, свидание, это разговоры, это ваши какие-то легкие, либо недалекие, недальние поездки и какие-то интересы, которые вы как откроете, увлечетесь чем-то, да, или кем-то. Так. Ну, давайте еще раз так по вопросам пробежимся уже под конец, да? Кто идет в вашу жизнь? Новый мужчина или мужчина из прошлого? Да. Дамочка. И тот идет к вам. Но тут дамочка присутствует. Опять она выскочила. Ух, как она не хочет, чтобы мужчина из прошлого все-таки был с вами. Либо не хотела, и вот это вот осталась, эта энергия закрытия. Любовь идет к вам однозначно, но и тот человек. И из прошлого, и новый. Какая энергия сильнее? Однозначно, что энергия сильнее та, которую вы прочувствуете, и вы сами это прочувствуете, нового человека все-таки. Все-таки нового человека. Потому что вот Бубнова — это юридические вопросы, это судебные разбирательства, это правда, могу так сказать, да, правда. А правда какая? Любовь, а не вот это закрытие и какие-то деловые, ну, когда ты должна, когда ты обязана вот быть такой и разговаривать вот так. И выгода. Если говорю еще раз, вам нужна эта выгода, да, можно брать и из прошлого человека. Ну а что делать? Вот у кого-то так. Есть такие желания, сами разберетесь потом. Можно себя настроить на это и получать радость. Ну, как-то так. Так тоже бывает. Это жизнь наша. Вот. Но есть и любовь, и, знаете, когда всегда вот улыбка от человека в вашу сторону, да, который рядышком, это самое такое теплое, но это новый человек. Это все-таки здесь, как по картам, это новый человек. И тот идет в вашу жизнь. Выбор за вами, и чуйка ваша, она вас не подведет. В любом случае. Мужчина из прошлого, почему ты все-таки возвращаешься? Ну, хочется ему быть, вот плохо ему. Плохо ему, провал у него в жизни, в яму какую-то попал, среди людей, смотрите, сколько людей, а он в одиночестве по темной карте. Он хочет просто быть нужный, но он такой. Хочет, чтобы ему завидовали, что вы рядом с ним, а не с кем-то. Хочет, чтобы вы действительно опять принесли в его жизнь то, что и давали, потому что он больше этого нигде не встретил. Больше никто не смог ему это дать. Он хочет выиграть и какой-то спор, либо, может быть, сам с собой даже. Больше не спор, а что-то такое, знаете, как экзамен пройти жизненный, да? И забрать опять то, что ему причитается, вроде бы так. Но здесь всегда удовольствие. С вами он испытывает это удовольствие, но он другой. Не совсем такой, как... Если честно, как вы бы хотели. Я вас чувствую через этот расклад очень сильно, еще с сигнификацией. Ну вот так, с чем ты придешь? Любовь, урок, карма. Голова болит. Работа по найму — это карта. Шестерка, темная карта дорог, да. Трефы. Мужчина из прошлого с чем придет? Если любовь, то только его больше будет. Он с любовью и эгоизмом. Урок, да, он прошел свой урок, и он хочет вернуть вас, потому что вы — это то, чего у него больше никогда не будет. И он это понимает. Карма.
Ну, не хочет впадать в какую-то ситуацию, как кармическая, аж до самого конца, захочет что-то изменить. Вот такое. Вот. Новый мужчина. Давай. Какой ты? Успокоитель, да? Эх, это дама. Новый мужчина. Вот он хочет сделать вас, вот она посерединке, даму бубен, да? Как и вот здесь тоже дама пентаклей, дама денег. Как бы, но и если немножко перевернуть, это дама стабильности, дама уверенности, дама счастья своего, чтобы в своих руках держать, да. А этот мужчина, вот новый который, он вот дама пик, и по тройке пик, это как за спиной стоит, а этот человек придет вас утешать. Вот от этой дамы пик вывести. Если была магия от нее, то вот новый мужчина приходит даже вытянуть вас из этой магии, чтобы она еще плакала там из-за того, что она сделала гадость, эта женщина. Ну, либо просто вывести, придет вас этот мужчина, да, вот он здесь такой король, вывести вас на такой вот, как девочкой, чтобы опять стать. Ну, это же бубновая дама, это как девочка. Это как начало, да? Это как возобновление и вот как впустите заново свежий ветерок. Вот из этого он придет вас вытягивать. Скажет, больше такого не будет, как у тебя было. Не плачь. Со мной ты плакать не будешь. Вот как. Такой. Когда ты можешь появиться? Неожиданность. Выигрыш в лотерею, ну, в жизненную. Это выигрыш, это неожиданность. Ну вот по этим картам, ну 100%, когда у вас намечается, вот эта карта, это как коллега по работе, либо женщина, либо еще там вот какие-то люди, да, можно в этой карте так вот озвучить, что люди, приятельницы или не, или какие-то проводники, да, которые вас куда-то вот направят, пошлют, или куда-то вы съездите, сходите по делам, соберетесь в общей компании, но не всех знаете, в магазин сходите и вдруг увидите этого человека. И что-то есть такое, вот как сближение через неожиданность и выход из десятки пик. Выход из десятки пик — это когда действительно разрушение или разрушающая сила приходит к концу наконец-то через какого-то человека, больше как женщина. Но это уже трифовая женщина. В нормальную жизнь, в стабильную жизнь девяточка, бубен и дама бубен. Новая стабильная жизнь. Выход. Неожиданно скоро. Неожиданно скоро. Чем отличается от прошлого? Любовью, заботой, уверенностью, красотой. Вот так. Так. Счастье в чем для вас? Да вы что? Ну весь расклад. Это черное крутится, а? Счастье для вас. Счастье для вас — это выход в любовь из какого-то либо треугольника прошлого, да? Когда был мужчина, была другая женщина, мама, не мама, какая разница уже, да? И вы из этого вот как бы вышли, но с болью, как разочарование. Вот счастье — это мужчина новый, который действительно покажет, а что такое настоящее счастье. Когда ты свободен, спокоен,
но и в то же время живешь и радуешься. Когда ты выходишь замуж, да, женишься, не знаю, там, как еще сказать, но ты не попадаешь в ручей или как это, течение зависимостей. А ты остаешься быть свободным, но знаешь, что рядом с тобой самый близкий человек. Еще и под печатью, допустим. Как-то так вот, доверие. Вот будет доверие. И из этого вот непонятного жизненного треугольника и этой женщины выведет вас все-таки вот этот интересный, хороший король. Новый король. Радость это ваша будет, счастье это ваше будет, судьба. Ну, Джокер это управление судьбой и событиями. Но это вы. Вы управляете. Вы наконец-то начинаете управлять судьбой и событиями. В какое-то время, да, как будто бы этот Джокер, как будто бы этот человек какой-то вами управлял. Но сейчас вы уходите в свое счастье. Вы уходите в свое счастье. У вас поправится здоровье в скором времени. Бумажные и денежные хлопоты приведете в порядок. Карты говорят, это по судьбе для вас. И дорога. Дорога в счастье длинная, хорошая и светлая дорога. Бизнес-продажи какие-то будут ночью. Это ночью любовь. Ночью любовь. Идете на любовь. Вот такое вот общение, звонок, письмо. Выход из печали и страдания на удовольствие, разговоры и встречу, и веселье. Заключение каких-то неожиданностей. Знаете, как неожиданное предложение. Возможно, новый какой-то переезд. И либо новая работа даже будет у вас. Как наконец-то вы уходите с пути конкуренции. Пятерка треф – это конкуренция. Больше вы как уходите из пути конкуренции. И вы стремитесь к победе, и вы получаете свою победу. И вы получаете свою победу. Так. Восьмерка. Ух ты. Восьмерка, семерка. А это что кто? Ну, опять же карты повторяются. Все. Наверное, надо заканчивать, потому что они реально повторяются. Но они то, что хотели сказать, они сказали. Вот король червей, опять же красный, да, теплый, надежный, интересный человек. Он вас выводит из вот этих темных пиковых неприятностей. Ну все здесь. Давайте напоследок еще скажу единственное. Собирайте карты. Совет, как всегда. Да? Просто вот совет и все. Да. Запутанный расклад, но интересный. Запутанный. Я думала, маленький будет. Так, кого вы встретите, тут описали, тут, а тут какой-то лабиринт. И вот эта дамочка, ух, как она будет. Знаете, как говорят, пусть будет жива-здорова, но в своей жизни там. Как она будет нервничать, злиться, что у вас все хорошо в жизни. Обижаться, возможно. Я говорю, если это все делалось и этой женщины уже нет, то представляете, насколько сильна это до сих пор еще привязка энергии, и эта энергия будет разрушаться, наконец-то разрушится и уйдет. И больше не будет тем замочком, который не пускает к вам кого-то или чего-то.
Совет. Вот он. И в этой колоде, знаете, вот эта карта, это, наверное, как та дама пик. Ого, ну дом, счастье, благополучие, закрытие от плохого. Тут паук в подвешенное состояние попадает. Из прошлого все уходит. Выход, видите, уходит. Выход из того, что тебя давило. Звезда, открытие. Наконец-то это уходит сюда, как в какую-то подвешенность. Но открытие идет. Не упустите свой шанс по звезде. Так как прежний человек и как прежде, да, не будет у вас. Судьба вам строит новый дом, новую стабильность, уверенность. Не ждите долго. Человек рядом уже, скоро вы его встретите. Ну, как-то так. А не ждите почему? Потому что и себя надо откуда-то вывести. Вы на что-то не решаетесь. У вас есть кое-какая проблемка в вас самой. Есть такое. И вам надо от нее избавиться. Что у вас за проблема? Вы из нее выйдете. Вы должны из нее выйти. Вы должны себя заставить от чего-то уйти. И тогда звездочка открывает вам новые пути. Знаете, вы не случайно услышали этот расклад, увидели его. Не случайно по всем этим картам. Весь расклад выпадал дьявол. И в той колоде пиковая дама — это не случайный расклад для вас сегодня. Знаете, иногда прошлое стучится не для того, чтобы остаться, а чтобы вы выбрали себя. И в свое счастье впустили новое. В свое счастье, которое уже есть. А не впускать и бежать за счастьем. А вы уже счастливы, потому что вы есть. Вы есть в этом мире. И вот в свое счастье впустить новенькое по звездочке. Новенького человека, новенькую возможность, новые желания, новый смех, новую радость. Но понять, что вы уже счастливый человек, потому что вы есть. Вы вот такая, и вы есть. И вы действительно, ну, то, что надо в этой жизни. И по вам скучали люди, но почему-то вечно проходили мимо. И вот пришел момент, вот с этим раскладом, чтобы вы поняли, что себя хватит держать где-то, отпускай, открывай себе двери. И ты идешь к своей звезде, к своему счастью в собственном доме. О, колесница, ты идешь, не стоишь на месте. Да, по колеснице два пути. Выбор за вами по-любому. Но карты сказали, ты будешь счастлива. Обязательно. Вот. А вообще вот если честно, вот мне очень-очень хотелось бы вам задать вопрос и реально его услышать. Вот кого вы чувствуете в этом раскладе сильнее? Нового человека, вот сейчас, да, вот как прослушали расклад, или все-таки из прошлого? Вот кто сильнее затронул вашу душу? Кого вы прочувствовали, как будто да, это мое все-таки? Вот нового или из прошлого? Вот хотелось бы мне узнать. Потому что расклад запутанный, закрученный, но он есть, и он ваш на сегодня. Берите и идите в свое счастье. Вы счастливы, вы будете любимы. Обязательно. Все, на сегодня все. Счастья вам огромадное еще раз. И до следующего видео. Я с вами не прощаюсь, оно будет уже скоро. На связи, да? На связи.